Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, как установить анаконду на свой компьютер. И первое, с чего мы начнем, это скачать. Нам нужно скачать анаконду. Да, соответственно, давайте попробуем. Для этого войдем в любой браузер и наберем в поисковом поле слово анаконда. Анаконда. Отлично. Нажимаем Enter. И вот первая же строка, которая выпала, это то, что нам нужно. Да, обратите внимание на сайт anaconda.com. Все, при переходе можете обратить внимание на логотип. Нам нужна правая кнопочка Download, то есть загрузить. Нас перекидывает на страницу загрузки, опускаемся чуть ниже, и здесь видим варианты выбора. Можно выбрать Windows, можно выбрать Mac, можно выбрать Linux, в зависимости от того, что у вас за операционная система. Я выбираю Windows, и здесь мы обязательно берем версию новую 3.7. Здесь, как видите, есть вопрос, какая версия Windows нам подходит, 64-разрядная или 32. Я пока что нажму 64-разрядную, и сейчас разберем, почему и как посмотреть свою версию. Итак, все, здесь нажимаем «Сохранить». Да, у меня уже она была скачана, я ее еще раз скачаю. Так, пока скачивается Anaconda, разберем, как узнать версию компьютера. Переходим в проводник, и здесь правой кнопкой мыши щелкаем по этому компьютеру. Выбираем свойства. В открывшемся окне видим строчку «Тип системы». Соответственно, здесь написано 64-разрядная она или 32. У меня, как видите, 64-разрядная, и я, соответственно, скачал версию на 64 разряда. После того, как система скачалась, ее можно открыть и установить. Естественно, здесь можно ее найти в загрузках. Да, выбираем Anaconda, либо дважды по ней щелкаем, либо переходим в папку, в которой она находится, и открываем ее там. Затем у вас может открыться окно Windows, которое предлагает вам найти приложение в магазине, говоря, что это приложение не из магазина. Так, только у меня оно задумалось, а вот все. Вот. И нам не важно, мы все равно кликаем «Все равно установить». Все, и теперь начинается настоящая установка. Что мы делаем? Здесь нажимаем Next. Это пользовательское соглашение лицензионное. Мы нажимаем I agree. Только нам. Нажимаем Next. Здесь выбираем поле, куда хотим установить. Соответственно, у меня это будет немножко другое поле. Я напишу здесь D и просто Anaconda. Вы можете нажать обзор и выбрать вот на эту кнопочку Browse и выбрать то, что вам подходит, куда вы хотите установить. Вот. Идем дальше. Здесь мы оставляем галочки как есть, то есть мы не добавляем пока в путь ничего. И регистрируем Anaconda как наше стандартное приложение по умолчанию для Python. Все, и нажимаем «Установить». Установка может занять некоторое время. От 1 минуты до 10-15, это нормально. Вот поэтому просто ждем. После того, как Anaconda установилась, нажимаем кнопочку Next. Нам предлагают скачать еще одно ПО, но нам это пока не актуально. Нажимаем Next. И здесь снимаем галочки. Learn, да, то есть он тоже предлагает ознакомиться с новыми документами, с новыми файлами. Вот, и нажимаем Finish. Все, на этом наша установка завершена. Сейчас будет блок с настройкой и запуском. Итак, теперь давайте посмотрим, как запустить нашу программу для работы и для программирования. Первое, что мы делаем, мы заходим в пуск, и здесь находим папочку Anaconda. Вот, кликая по ней, у нас открывается набор программ, которые можно запустить. Нам нужен Юпитер. Вот, он такой рыженький, выбираем его и запускаем. Открывается системное окно на консоль и ждем, пока она загрузится. Отлично, вот она загрузилась, у нас появилось 3 адреса. Первый, вот файл, второй HTTP и третий тоже HTTP. Выбираем любой из них. Мне, например, понравился второй. Копируем через комбинацию Ctrl-C и вставляем его в браузер. Также в поисковую строку. Все, после того, как мы это сделали, у нас открывается Юпитер, который запустился. Сейчас мы с вами разберем, что же можно делать в нашем Юпитере и как это работает. Для удобства будем работать в папке Pictures, раз уж мы в ней начали работать. Итак, поехали. Первое, что можно сделать, это создавать. Например, нажав на кнопочку New, мы можем создать файл для работы с Python, либо
папку. Также можно создать текстовый файл и терминал, но это для нас не так актуально. Итак, первое, что мы создадим, это папку. Вот. Но когда папка создается, она по умолчанию без названия. Как ее переименовать? Для этого ставим галочку и появляется кнопочка Rename. Кликаем Rename и пишем My Folder. Да, для удобства, для примера. Так, My Folder. Все, теперь кликая по ней, мы в нее обязательно войдем. Все, отлично. Следующий момент – это создание файла. Здесь также можно нажать New и выбрать Python. Все, мы нажали, файл создался автоматически, сейчас он появится здесь, но он тоже пока безымянный. И при его создании он сразу перекидывает в него, чтобы мы могли работать. Что делать здесь? Первое – это можно поменять имя. Сверху вы можете кликнуть по имени, и вам также выйдет предложение сменить его. Давайте сменим, назовем его тест. Пока что так. Rename. Все, теперь наш файл называется тест. И в папке с анакондой он тоже поменялся. Что дальше? Здесь вы видите поле in. Здесь мы будем писать нашу программу. Причем, обратите внимание, что, допустим, напишем простую программу print. Привет. Да. Как работает вообще Юпитер? Для того, чтобы запустить, выбираем подходящую строку и нажимаем на кнопочку Run. Вот, наша строка запустилась. Ответ вы видите чуть ниже. Естественно, и сразу же появилась еще одна новая строка. Она не всегда нам нужна, не всегда актуальна. Вот, иногда бывает такое, что появляется куча лишних строк. И чтобы от них избавиться, можно просто нажать X. Но обязательно не внутри, когда горит зеленое поле, да, не когда горит зеленая рамочка, а когда она голубая. То есть щелкните рядом с ним и нажмите на X. Таким образом мы уберем лишнюю строку. Вот, собственно, это основные моменты работы с Юпитером. Теперь, что еще важно? Важно сохранение. Не забывайте сохранять свои программы, чтобы они не сломались, да, чтобы весь ваш прогресс в какое-то время не слетел случайно по какой-то технической ошибке. Далее, можно сохранять не только как Python, да, как файлы Python, здесь они в виде IPython. Можно сохранять файлы в изначальном коде Python. Python. Для этого нажимаем файл, выбираем строку Download и здесь выбираем Python. На этом все с работой с Python. Да. Следующая наша часть – это работа с библиотеками. Чтобы начать работать с библиотеками, их нужно сначала установить, либо проверить, что они установлены. Для этого нам предстоит с вами поработать немножко в командной строке. Для этого нажимаем на поиск и здесь набираем команду cmd. cmd. Для Mac это, естественно, терминал. Соответственно, здесь, в командной строке, что мы пишем? Мы пишем команду conda. Conda, пробел, минус version, то есть версия. Проверим, установлена ли у нас conda, есть ли к ней доступ. Сейчас говорят, что conda не является внутренней и внешней командой, и, к сожалению, мы ничего не можем с этим сделать. Для того, чтобы решить нашу проблему с кондой, нам нужно снова вернуться в нашу систему и выбрать кнопку «Дополнительные параметры системы». Здесь выбираем кнопочку справа снизу с переменными, и нам нужно верхнее окно, строка «Путь». Здесь мы добавляем поочередно 3 новых строки. Первая – это то, где лежит ваша анаконда. d/anaconda 3. В данном случае, если у вас лежит анаконда в такой папочке. Вторая – это подпапка, также анаконда 3 /scripts. Так, и третья, тоже подпапка, в данном случае d, /anaconda 3, anaconda 3 /library. И bin. Все, нажимаем Enter, нажимаем ОК, и проверяем. Снова запускаем нашу командную строку. cmd, и здесь пишем conda. Отлично, команда заработала, все заработало, все супер. Чтобы посмотреть, какие у нас есть библиотеки, мы набираем conda list.
Нажимаем Enter, он прогрузит сейчас, и вы сможете увидеть все ваши библиотеки установленные сейчас. Так, хорошо. Среди них нам нужно обязательно установить команду pip. У меня она уже есть, но если у вас вдруг ее нет, что делать? Вы пишете снова conda install и пишите pip. Все, нажимаете Enter, и команда начнет установку. В данном случае у меня она не установит ничего, потому что уже все готово. Да, но для вас она установит с нуля этот пакет для работы с библиотекой. Все, что все готово. Так, он хочет обновить. Нам это обновление пока не нужно. Все, спасибо. Так, вот. После того, как вы установили pip, теперь, работая с ним, мы можем устанавливать новые пакеты. Например, который нам поможет работать с данными. Пакет Pandas, да, для обработки и графического вывода. Вот. Но он тоже уже у меня установлен, поэтому здесь, скорее всего, тоже не получится ничего такого показать команд. Да. Вот, он говорит, что уже все установлено, уже все есть. Вот. Но в случае, если у вас нет, вы вот таким образом можете установить новый пакет. И на этом все. После этого вы сможете полностью работать с теми материалами, которые мы вам предоставляем. Спасибо за внимание.